Представители китайской компании Great Wall Motors анонсировали появление на российском рынке нового бренда танк. На специальной встрече со СМИ сообщили, что первыми моделями на российском рынке станут внедорожники Танк 300 и Танк 500. На старте продаж, который намечен на начало 2023 года, автомобили будут импортировать из Китая. Бренд танк создан весной 2021 года. Он предназначен исключительно для суровых рамных внедорожников. По плану модельный ряд будет включать 5 вездеходов разных классов. Но пока даже в китайской гамме есть только 2 автомобиля, которые анонсированы и для российского рынка. Отмечу, что в российском представительстве название новой марки произносят на английский манер Tank. Но я буду придерживаться привычного танка. Младший танк 300 по длине сопоставим с Toyota Fortuner 4760 мм. Он имеет 5-местный салон и оснащен 2-литровой бензиновой турбо-четверкой, которая в российской спецификации будет развивать 220 лошадиных сил и 387 ньютон-метров. Она работает с 8-ступенчатым автоматом. У такого внедорожника независимая передняя подвеска, неразрезной мост сзади, полный привод с блокируемой муфтой в приводе передних колес, понижающей передачи и блокировки межколесных дифференциалов. На домашнем рынке 300-ки стоят от $27 500. Старший танк 500 по габаритам и внешности близок к внедорожнику Toyota Land Cruiser 300. Длина 4878 мм, колесная база 2850 мм, а дорожный просвет составляет 224 мм. Он, кстати, одинаковый для обоих моделей. Под капотом стоит бензиновый битурбомотор V6 объемом 3 литра с комбинированным впрыском топлива. В исполнении для России он лишился 48-вольтового стартер-генератора, а мощность снизили с 354 до 299 лошадиных сил. Крутящий момент прежний 500 ньютон-метров. Коробка передач 9-ступенчатый автомат, привод полный с электромагнитной муфтой подключения передней оси. Демультипликатор и блокировка заднего дифференциала входят в базовое оснащение, а дополнительно предусмотрена передняя блокировка. Цены в Китае начинаются с $46 тысяч. Там танк 500 предложен в виде подзаряжаемого гибрида мощностью 408 лошадиных сил. Про него я уже рассказывал в отдельном видео. Кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Россия стала вторым для танка рынком за пределами Китая. Бренд уже представлен в Саудовской Аравии. Информации о наших ценах и комплектациях пока нет. Локальная презентация внедорожников танк должна состояться в ноябре, а старт продаж запланирован на первую половину 2023 года. Как вы считаете, сколько будет стоить танк 500 в России с учетом, что в Китае он стоит приблизительно от 2 850 000 рублей? Поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите это видео лайком. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. В описании и закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.